Добрый день, меня зовут Антон Чехов, и я владелец маркетингового агентства DonkeyJet Incorporation. Мы помогаем нашим соотечественникам продавать свои товары на крупнейшем в мировом рынке – Соединенных Штатах Америки, Канаде и Мексике. В 2019 году мы открыли почти 150 компаний, а их совокупный оборот составил почти 10 миллионов долларов, и это только в первый год. Сегодня мы поговорим о типах компаний и о самом оптимальном варианте для иностранных граждан. Мы остановимся отдельно на налогах, формах, сборах и методике учета. Отвечать на мои и на ваши вопросы будет грамотный специалист, бухгалтер, который работал в крупных американских компаниях и может похвастаться успешно сданными отчетами компаний, годовой оборот которых составляет больше, чем 10 миллионов долларов. Только представьте эти суммы. Если у вас возникнут вопросы, обязательно пишите их здесь в комментариях, и мы обязательно на них ответим. Ну, а если вы готовы начать свой бизнес в Соединенных Штатах Америки, то проходите по ссылкам в описании, звоните, и мы будем рады дать вам бесплатную консультацию и ответить на любые ваши вопросы. Начинаем! Существует в интернете очень много споров о том, какую компанию лучше открыть. Представим, что я гражданин России, Украины или какой-то постсоветской страны, да, то есть я никогда не был в Соединенных Штатах Америки и вряд ли я когда-то буду в Соединенных Штатах Америки. Я занимаюсь электронной торговлей на площадках Amazon, eBay, возможно, каких-то других площадках. Вот. И основной обязанностью моей является открытие компании на территории Соединенных Штатов Америки. Моя задача вывести деньги в мою страну, в Украину там, или в Россию, вот, и заплатить как можно меньше налогов и все оставить себе. В принципе, в Америке существует около 6-7 юридических лиц или типов компаний, которые вы можете организовать. Но, наверное, как многие могут прочитать в интернете, и как вы знаете, есть два типа компаний, которые предлагают более преимущественные условия для ведения бизнеса в Америке для иностранных граждан. Это LLC, Limited Liability Company, и Corporation, C Corporation. Есть другой тип корпорации для американских граждан, но он не может использоваться иностранными гражданами. C Corporation – это корпорация, которая есть свой налогоплательщик, то есть это корпорация, которая платит налоги сама, и то есть она не pass-through entity, не сквозная. Не сквозная, да. Вот Limited Liability Company – это сквозная компания, которая сама не платит налоги, а все, что компания делает, это все переходит на учредитель. То есть правильно ли я понимаю, что доход компании в LLC является персональным доходом ее учредителя? Да. В корпорации доход не является? Или если же компания приносит убытки, то, соответственно, убытки могут быть использованы учредителем компании, чтобы уменьшить доход с других каких-то ресурсов, откуда он может приносить доход. Это возможные риски персональные, что ли, да? То есть, если я, допустим, живу в Украине, и я здесь открыл LLC в Соединенных Штатах Америки, то я, возможно, могу нести риски за свою компанию, правильно? Что я имела в виду? LLC в том смысле, что это сквозная налогооблагающая юридическое лицо, то, что оно сквозное, это для американских граждан в том смысле, что если есть в компании убытки, это даже преимущество, потому что если у них, например, есть доходы из других каких-то ресурсов, они могут уменьшить, соответственно, свой доход и убытками из этой компании. Да, окей. Но для иностранных граждан это не всегда преимущество, можно так сказать. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что они не всегда могут уменьшить свой доход из других стран в Америке. В смысле административного оформления компаний, в принципе, оба юридических лица, оба типа компаний, они довольно-таки простые в оформлении. Есть какие-то свои нюансы, где LLC может быть чуть сложнее, потому что C Corporation более просто делаются Articles of Incorporation, то есть документы о инкорпорации, да, учредительные документы. Выдаются share сертификаты о том, что вы как бы владелец компании, сколько у вас сертификатов, акций имеется в этой компании. И в принципе все. И
надо Federal ID number, то есть идентификационный номер. Да, EIN number. Федеральный. Мгм. Okay. С LLC чуть-чуть сложнее, потому что LLC, оно более контролируется штатами. То есть в каждом штате могут быть свои какие-то нюансы оформления LLC. То есть это может быть чуть-чуть административно более накладно оформлять LLC. Мгм. В целом оба типа довольно-таки простые, то есть ничего сложного. Но правильно ли я понимаю, что в случае оформления корпорации, то есть ты ее оформил и все, а в случае LLC мы должны подать какие-то дополнительные формы о том, что мы являемся иностранными владельцами, да? То есть мы не являемся резидентами Соединенных Штатов В Америки. случае LLC, опять же таки, это регулируется каждым штатом, и некоторые штаты более сложные, чем другие штаты. Например, Нью-Йорк один из более как бы дополнительные какие-то шаги требуются, чтобы оформить LLC. Там какие-то публикации в газетах. У нас в Джорджии, как, кстати? В Джорджии этого нет. В Джорджии нет. LLC, да. Но просто, в принципе, не имеет значения, в каком штате вы открываете LLC, но опять же таки административное оформление может быть чуть-чуть более осложняться в зависимости от штата. Также с LLC чуть-чуть сложнее в том смысле, что должен быть конкретный operating agreement, в котором должно быть прописано, как компания будет вести деятельность. То есть это некий устав такой, устав, соглашение, да? Да, и это должно, в большинстве случаев, это всегда рекомендуется, что этот документ оформлен адвокатом. То есть это более дорогостоящий, так скажем, чем корпорация. Понятно. Если говорить про административные процедуры, правильно ли я понимаю, что в случае учреждения LLC его продать или передать, или изменить каких-то там, то есть владельцев или ответственных людей намного сложнее, чем в корпорации? Да, потому что в LLC, когда вы становитесь учредителем, один там, или два человека, это не то, что это невозможно сделать в будущем, это просто сложнее. В том случае с корпорацией это намного легче, потому что у вас есть определенное количество акций, там, сертификатов, которые вы можете продавать в течение всей жизни компании, да? И у вас есть определенное количество, если вы хотите сделать кого-то еще владельцем или же продать свои акции, то есть это делается довольно-таки легко, намного легче. То есть фактически в корпорации можно, допустим, каждый день менять, условно, да, каждый день можно менять владельцев или там shareholders, как это, владельцев акций, да? То есть и, соответственно, изменяются права, изменяются возможности, изменяется собственность, правильно или нет? Права, как бы, это зависит от, во-первых, есть некоторые детали, потому что если у вас есть несколько типов акций, да, потому что, опять же таки, там могут быть preferential rights, да. Основные права. Есть основные права, есть которые более, там, дополнительные права. Дополнительные права, когда дивиденды, которые получаются из компании, это, опять же таки, мы, может быть, очень далеко заходим, но если есть несколько типов акций, то, соответственно, это намного легче все происходит в корпорации. В LLC это намного все сложнее, потому что operating agreement, который составлен изначально, его намного тяжелее поменять, это будет намного дороже стоить через адвоката менять, и на это должны будут согласиться все учредители компании, если их несколько. А LLC можно продать? Опять же таки, зависит от того, что хочет учредитель от компании, например, через 5 лет, через 10 лет. Конкретно какая цель. Если это продажа компании через несколько лет, LLC в каком-то роде может быть иметь какие-то преимущества в том смысле, что с налоговой точки зрения есть такая вещь, как step-up basis. То есть, когда компания продается, учредитель может взять step-up basis. То есть налог, как после того, если компания продается с выгодой для учредителя, этот доход может быть уменьшен, выгода может быть уменьшена и, соответственно, уменьшить налог на продажу. С C-Corporation этого нет. Учредитель не может взять step-up basis. Но это мы слишком далеко заходим. Тогда у меня одно единственное уточнение. Правильно ли я понимаю, то есть правильно ли утверждение, что если я учредил компанию там C-Corporation, я выпустил 100 акций, я на компанию получил $1 миллион собственности, недвижимости, активы, счета в банках, товары и так далее. Вот, я продал эти 100 акций, и дальше я не имею к этой компании никакого отношения. Да. Правильно я понимаю?
То есть фактически даже продавать компанию или переписывать ее не надо, можно просто shares, то есть вот эти вот акции передать, и, соответственно, меняется собственник. С административной точки зрения продажа корпорации, акций в корпорации намного легче, чем LLC. Ну, то есть корпорацию фактически не надо продавать, просто передал акции. Да. Акции можно передать как подарить, как продать, так и, ну, то есть уступить в счет каких-то долгов, правильно? Да, конечно. А какие еще административные процедуры вы хотели бы отметить вот именно с точки зрения создания корпораций и LLC для иностранных граждан? Может быть, ну, то есть какие-то формы дополнительные есть? Нет, с административной точки зрения, опять же таки, это довольно-таки просто. С моей точки зрения, вот, корпорация легче с административной точки зрения, чем LLC оформляется. И мы говорили с вами про сквозную ответственность, да? То есть так же, как и сквозное налогообложение, мы перейдем к этому позже, но есть еще сквозная ответственность, правильно понимаю, в отличие от корпорации LLC? Нет, в принципе, это limited liability company, то есть оба типа компаний предоставляют владельцу ограниченную ответственность. То есть это то, что вы имеете в виду, да, ограниченная ответственность. Ну да, то есть ответственность в случае за деятельность LLC и за деятельность корпорации, владелец ее несет идентичную ответственность или нет? Да, она ограничена вашими вложениями в компанию. Ограничена вашими вложениями в компанию, понятно. Ну что, перейдем теперь к бухгалтерской части? К налогообложению? Да, к налогообложению. Я понимаю, что это очень сложный вопрос, и об этом можно говорить часами, годами, можно написать, наверное, не одну докторскую диссертацию по поводу налогообложения США, но тем не менее, мы берем только узкий сегмент, да, то есть я иностранный гражданин России или Украины, и я открыл корпорацию или LLC, какие радости от налогового законодательства США меня ждут? Это, конечно, как вы и сказали, это такой дебат большой, да, C Corporation или LLC, да, и я думаю, что есть много мнений на этот счет. Некоторые люди считают, что C Corporation выгоднее, что LLC выгоднее. На мое усмотрение это очень такой щекотливый вопрос. И я все-таки думаю, что C Corporation более выгодна для иностранных граждан. Я вам расскажу почему. LLC это, как вы сказали, сквозная entity. Давайте я вернусь. С моей точки зрения, когда иностранный гражданин хочет инвестировать в американскую компанию, вести бизнес в Америке, и я это видела очень много раз в своей практике, даже не со стран СНГ, а со стран Западной Европы, люди не хотят, и именно индивидуальные учредители, они не хотят быть открытыми для американской налогооблагательной системы. То есть для Internal Revenue Service, да, это IRS, это... Вы имеете в виду, чтобы их там налоговая не достала в той стране? Да. Или как? Это самый большой плюс корпорации, когда человек защищен от того, что он должен становиться американским налогоплательщиком, получать американский налоговый идентификационный номер и начинать заполнять и декларировать свой доход здесь, в Америке. Я правильно понимаю, что в случае с LLC я, как гражданин Украины или России, должен дополнительно получить ITIN номер, да, так как у меня нету здесь, ну, то есть у меня нету здесь присутствия, да? Абсолютно верно, да. Опять же таки есть некоторые нюансы, которые, чем более глобализирован становится этот мир, тем больше нюансов, тем больше форм, которые надо заполнять, если какой-то есть заграничный инвестмент в компанию, но это уже такие детали, которые обсуждаются потом. Преимущество того, что люди не становятся открыты к американскому налогообложению, это самый главный плюс. С LLC это не определенно, например, давайте я чуть-чуть вернусь назад. Да. Если корпорация это юридическое лицо, которое само платит налоги. Оно защищает своих учредителей оно не открывает их американскому налоговой системе. Это, конечно... это корпорация. Это корпорация. Сразу же
некоторые бухгалтера скажут, вот, а что это насчет двойного налогообложения? Это то, что корпорация как бы несет за собой, да, то есть корпорация платит налог, и, соответственно, если потом какие-то деньги в виде дивидендов учредитель себе как бы выплачивает, соответственно, он должен будет за это заплатить налог. И Ну, это мы, наверное, чуть вперед забегаем, да? То есть мы же говорим сейчас именно про ответственность, про налоговую ответственность при корпорации LLC. Да, сори. Я хотела сказать, что в случае с корпорацией это форма 1120, которая исполняется. Это корпорация платит сама налоги, окей. В случае с LLC? Это не так однозначно, потому что учредитель может выбрать, и в зависимости от того, сколько учредителей, это тоже форма может быть другая. То есть, если это один учредитель, это может быть сквозная налогооблагательная система, то есть учредитель будет сам получать свой номер идентификационный. ITIN номер, да? Да. И заполнять налоговую декларацию в Америке просто как физическое лицо. Если несколько учредителей, оно переходит на форму partnership, и тогда это форма 1065, 1065. Персонально какая форма называется? Персонально это 1040 Schedule C. Окей. Но я правильно понимаю, что вот как раз вот 1040 Schedule C, она подразумевает, что со всего мира доход я должен быть? Да, но так же, как и форма 1065, потому что если несколько учредителей и LLC будет декларировать форму 1065, это тоже сквозная. То есть все должны со всего мира показать, что они хотят. Да, например, это партнерство, 2 человека учредителя, они уже не могут, соответственно, делать это как sole proprietorship, то есть это не будет 1040 Schedule C, это будет форма 1065, потому что их уже 2 и более людей. Но это опять же таки сквозная система, то есть компания. И это, кстати, двойное, как скажем так, если это уже 2 человека и больше, то LLC, опять же таки, предусматривает более строгие правила. Сложный процесс и более дорогостоящий процесс с бухгалтерской точки зрения, с тем, что если мы делаем вам налоговую декларацию, это будет вам стоить чуть-чуть дороже, потому что LLC будет заполнять свою форму 1065, форма 1065 подразумевает то, что учредители получают форму K1, которые они должны будут потом показывать на своем на своей индивидуальной налоговой декларации. В своей стране или здесь? Здесь, в Америке. Здесь, в Америке. Да. А какие-то есть формы, которые подразумевают, что я еще и там должен буду отчитываться, ну, допустим, там в России? В России, конечно, если с LLC, да. и вы получаете и декларируете свой доход здесь, то вы должны будете декларировать это в России, потому что, это будет как бы для вас более преимущественно, если вы это будете делать, потому что вам нужно будет показать доход и также то, что вы заплатили здесь налоги. Есть такой терминология такая, да, как country of residence, где вы платите налог, где вы являетесь налогоплательщиком, да, главным налогоплательщиком. Okay. То есть, если Россия – это страна, где вы главный налогоплательщик, то мне кажется, что вы тоже должны декларировать доход из других стран и указывать налог, который вы там заплатили. И в зависимости от того, какой налог в России, вы или получите какие-то деньги назад, или же должны будете заплатить больше. В зависимости от В России ничего, я вам честно скажу, в России ничего назад не получишь. Это в Америке можно что-то назад получить, в России нет. Да, попробуйте у российской налоговой забрать деньги обратно. Они вас проще убить или в тюрьму посадить, знаете. Нет человека, нет проблемы. Да, я тоже не пробовал. Ну, окей, я просто суммирую то, что с LLC есть несколько видов в зависимости. То есть административная форма – это одна, с налоговой точки зрения LLC может быть оформлено несколько разных видов. Это это будет LLC, но вы можете платить налоги как C Corporation, но в этом случае все преимущества cancel each other out, то есть вам тогда просто выгоднее сделать C Corporation изначально. Чем LLC, а потом какую-то дополнительную форму, да? Да, а потом делать форму 8832, по-моему, 8832, это C-election называется. Ну окей, это один вид
Потом вы можете, естественно, как sole proprietor, это когда просто сквозная переходит к вам, это если один учредитель. И если двое и более учредителей, то тогда это форма 1065. И то есть тогда получается двойное как бы декларирование. Да? Вы делаете форму 1065, это как партнерство. И потом еще персонально. Вы получаете, учредители получают K1, и они заполняют еще свою налоговую декларацию здесь, в Америке. Понятно. А у корпорации всего 11-20 и все, и расслабились, да? Да, правильно. Но есть нюансы. Нюансы есть всегда, и нюансы есть, если какие-то деньги заплачены или в виде дивидендов, или в случае с LLC в виде distribution или guaranteed payments. Это нюансы уже, которые как бы предусматривают, сколько дополнительно вы будете платить налогов и какие дополнительные формы нужно будет декларировать здесь. Ну это, я думаю, что это уже тема для отдельного разговора, да? А теперь давайте поговорим про двойное налогообложение. То есть все, то есть мы занимаемся открытием компаний уже больше года, открыли много компаний, вот, и все, так сказать, альтернативная точка зрения против корпорации и именно такой плохой метод, плохая причина, да, что у корпорации двойное налогообложение. Поговорим именно вот об этом. Да, конечно. Двойное налогообложение в том случае, если корпорация приносит доход и учредители компании решают, что этот доход нужно им передать в качестве дивиденда. То есть тогда компания платит 21 плюс штата? Я сейчас объясню. То есть это только в этом случае будет двойное налогообложение. Потому что если компания изначально приносит убыток, или компания начинает приносить доход, но учредители не решают выводить дивиденды, платить дивиденды, тогда двойного налогообложения еще пока нет. То есть он случается только если компания решает заплатить дивиденды своим учредителям. Окей. Компания решила заплатить дивиденды. Сейчас я бы сказала, что двойное налогообложение было более такой дискуссия, такой разгоряченная такая дискуссия насчет этой темы несколько лет назад, потому что тогда средний процент налога для компаний, для корпораций был около 34%. Как вы знаете, что Трамп это все поменял, и сейчас этот процент снизился до 21%, что как бы с моей точки зрения это сделало корпорацию более выгодной, более привлекательной для иностранных граждан, для иностранных инвесторов. То есть 21% платит корпорация, и потом насчет дивидендов. Есть такое правило, когда мы разговариваем с клиентами, мы говорим, дивиденды, особенно для иностранных граждан, средний, опять же, такие процент, это 30%. И, соответственно, это очень пугает людей, потому что я буду платить... Да, 21 плюс местные штата, плюс еще 30%. Плюс 30%, да. Раньше это было еще больше, и, соответственно, это то, что пугало учителей людей и отталкивало их от корпорации, как от компании, где они должны будут платить 2 раза. Ну да, что-то там много, да. Сейчас, опять же таки говорю, корпорация платит 21%, и что касается дивидендов, нам нужно это очень как бы рассматривать с точки зрения, откуда идет, с какой страны иностранные граждане инвестируют деньги в Америку. Потому что у Америки есть достаточно, почти с каждой страной, соглашение по двойному налогообложению. И это не всегда правильно сказать, что процент на дивиденды будет 30%. Вот. Ну, какие-то примеры давайте. В случае с Россией это 10%. То есть вот налог на дивиденды будет 10%, а не 30%? Да. Okay. И в случае, например, с Украиной и с Казахстаном это 15% на данный момент. Окей. Вот. То есть вместо 30% налога на дивиденды я заплачу 15%. И это где? В Соединенных Штатах или в России? Это здесь. Это здесь, в Соединенных Штатах. И, соответственно, а там я уже не должен буду платить налоги, потому что он уже заплачен, или нет? Это будет зависеть, во-первых, в какой стране вы живете, да. И это будет зависеть от процента налогов в той стране. Вы это должны будете задекларировать в любом случае в стране, в которой вы живете, проживаете.
и должны будете задекларировать, сколько вы заплатили налогов в Америке. В Америке. Они вам должны будут это пересчитать. Ага. И Типа вы- учесть, да, вот Да, это вот? да. Мгм. И они вам должны будут за это дать, как, так скажем, кредит. Мгм. Да. То есть вы уже А, заплатили, они это учитывают, да. правильно? Конечно. В случае с LLC я должна заметить, что если деньги какие-то как скажем, выдаются партнерам, да, или учредителю с LLC, то если это, опять же таки, иностранный граждан, то налог около более 30%, который должен сниматься Здесь, в США. да, здесь в США с платежа, который вот, Мгм. если это уже не считается дивиденд, это считается, потому что, опять же, это сквозная компания. Мгм. Да? То есть, если вы заработали доход, и потом вы этот доход хотите заплатить себе, Мгм. да, как бы снять эти Да-да. деньги, это платеж. В принципе, чтобы все это делать правильно, так как вы иностранный граждан, это ваш бухгалтер должен снять, по-моему, от 30 до 39%, там зависит. Вот с этой суммы, с выплачиваемой суммы. С выплачиваемой суммы, да. То есть И заплатить в Соединенных здесь, Штатах. В Соединенных Штатах, да. То есть если у вас LLC, то это не значит, что вы ничего не платите, да. То есть Мгм. это неправильное, как бы. Неправильное суждение. То есть, окей. Вопрос у меня был по поводу вот именно двойного налогообложения. Правильно ли я понимаю, что в случае, если компания, ну, то есть американская компания заключает договор с какой-то российской компанией и выплачивает деньги российской компании, то от дивидендов в принципе можно отказаться или условно можно отказаться? Ну, условно, опять же таки, много очень нюансов есть. Если, я не хочу никого запутывать, да, потому что, естественно, все это можно правильно структурировать. Да? Мгм. Но если мы просто возьмем какой-то такой вот сценарий такой очень легкий, да, например, компания получает доход, допустим, $100 тысяч Да. в год. И эти деньги просто лежат на счету компании. Мгм. И никто ничего с ними не делает, дивиденды никто не хочет декларировать, потому что, опять же таки, это надо будет платить налоги на дивиденды. И все Да. деньги просто остаются здесь в компании, никто их не Да. хочет трогать. Есть такой закон, что если в течение долгого количества времени вот эти вот заработанные деньги сидят как бы в компании, ничего с ними не происходит, то компания должна будет заплатить налог и штраф за то, что она эти деньги Не использует? не декларирует как дивиденды. Вот как. То есть, если деньги лежат на счету и с ними ничего не происходит, Да, то это... но это, опять же таки, это такой, как бы скажем, очень случай неординарный, потому что обычно этого не происходит. Хорошо. Опять же, все зависит от того, как правильно построить деятельность компании, чтобы этого не произошло. Вот смотрите, я как там гражданин России, я открыл компанию в Соединенных Штатах Америки, и все, чем я занимаюсь, это торговля на Амазоне. На Амазоне в электронных площадках. Вот. У меня есть поставщики в Китае, где я, собственно, произвожу товар. У меня есть там какие-то маркетинговые исследования, у меня есть какие-то рекламные исследования, еще что-то в разных странах, там в России, в Украине, в Белоруссии, там в Таиланде, еще где-то. Вот. Я во все эти компании плачу по договору, собственно, и это все расходы. Да, конечно. Правильно? Да. Если представить, что, ну, допустим, моя жена имеет компанию в России, то схема между договора о чем-то, о каких-то услугах со своей женой, между американской компанией и российской компанией, это вполне нормальная схема. Это нормальная схема. Единственное, что мы должны брать во внимание, это то, что очень много компаний, соответственно, так работают. И большие корпорации так работают. Да? То есть корпорации, заводят компании на жен. Не на жен, а просто у них сестренские, я не знаю, компании, дочерние компании в разных странах мира. Естественно, правительство каждой страны хочет, чтобы налог и шел к ним. Или большая часть налога и шла к ним. Правильно? Никто не хочет налоги отдавать в другую страну. Соответственно, это, так сказать, породило такой вопрос. Как же нам с этим бороться? Да? Как нам уличить людей, что они деньги из Франции переводят в Америку, потому что в Америке меньше налог, или наоборот. Это что-то, что называется transfer pricing. Вот.
И очень много, опять же таки, мы говорим о очень маленьких компаниях, это может быть не совсем уместно в данном случае, но для больших компаний это большой, так сказать, очень такой большой и щекотливый вопрос, и очень уместный вопрос именно на данное время, потому что... Большая компания, извините, это сколько? Ну, это 100 миллионов. Окей. Ну, нет, пока не дошел, не дорос, знаете, до такого. Окей. Просто если, опять же таки, в Америке self-assessed taxation, да, то есть вас никто не проверяет, проверка идет на random basis. Да? То есть на случайных порядках, случайным принципом. Какой-то алгоритм, может быть, есть какие-то транзакции, которые что-то там... Что-то не понравилось. Что-то всплыло, и вас как бы выбрали, чтобы вас проверить. А может это просто быть просто так, вот выбрали. В случайном порядке. Случайно. Опять же таки, если вас выбирают случайно IRS, чтобы провести аудит, если у вас есть деятельность с дочерней сестренской компанией в другой стране, они будут проверять договора. И они будут смотреть эти договора на их усмотрение. Считается arm's length. And arm's length считается, если бы эта транзакция или деятельность была с компанией, которая никак не related. Ну никак не относится, не родственная компания. Никакая не родственная компания, была такая же бы схема по цене, да? То есть здесь интересует цена, да? Их интересует цена, потому что они бы хотели знать, выводите ли вы больше дохода из страны. Для того, чтобы не платить налоги, да, именно, да? Конечно. То есть в случае, если, условно, если я, допустим, моя жена открыла в России компанию, и я ей плачу по реальным рыночным ценам за какие-то услуги... Проблем, в принципе, не должно быть. Тут проблем не должно быть. Да. Следующий вопрос. У меня множество таких случаев, когда компания заключает договор, то есть компания только открылась в США, да? У нее нет никаких денег, ничего, но у владельца этой компании есть товар, да, который он купил за собственные деньги. Да, и он этот товар хочет продать своей компании. Это возможно? То есть, или вот здесь как раз усматривается родственная связь, ты не можешь продать сам своей компании. Ты продать, конечно же, можешь, и родственная связь есть, это должно быть все правильно задокументировано, и хотелось бы, чтобы это была рыночная стоимость, да, а не какая-то преимущественная цена для компании, потому что есть родственная связь. Это также... То есть ключевой фактор именно рыночная стоимость, да? Ключевой фактор именно рыночная стоимость, да. Есть еще такой фактор, как, соответственно, если есть какие-то трансфер денег с одной страны в другую, это дополнительные формы, которые должны будут заполнены. Да? То есть, например, даже еще, допустим, 10 лет назад некоторых форм в той же форме 1120 их не было, которые сейчас есть. То есть если есть какие-то денежные переводы из одной страны в другую, даже если это просто капиталовложение, это может быть повлечь какой-то просто как бы как оно называется в Америке, это informational return. То есть это просто как бы... То есть просто я должен предоставить информацию. Показать и просто, предоставить информацию. Это не значит, что вы будете платить какой-то налог на это или еще что-то. Ну вот смотрите, это как в корпорации, так и в LLC. То есть это просто информация, это не налог. Это информация, да. То есть я правильно понимаю, что у меня есть компания в Соединенных Штатах Америки, я торгую на сегодняшний день, то есть я покупаю товар в Китае, я делаю обертку, я не знаю, в Казахстане, я заказываю какие-то комплектующие из России и так далее, и то есть если я торгую из США и плачу деньги в разные страны, у меня еще 50 сотрудников работает в Таиланде, я не знаю, на рисовых полях, да, то есть за все эти операции я должен просто отчитаться, но это не несет какой-то дополнительной проблемы, ответственности или налогов? Нет, это просто отчетность, то есть все просто должно быть правильно задокументировано и правильно подано как в IRS, чтобы не было никаких вопросов следующих. Вот, тогда мы переходим уже к следующему вопросу. А как правильно документировать все это? То есть есть же определенные алгоритмы, то есть я всегда говорю, что для меня главное, чтобы на каждый доллар была бумажка. Это правильное утверждение? Правильно. Тогда от вас, как от бухгалтера, то есть как правильно
коллекционировать, ну не коллекционировать, а как это по-русски, да? Как правильно организовать работу, как правильно складывать всю эту информацию для того, чтобы первое, бухгалтеру было удобно потом подавать годовые отчеты, чтобы можно было в этом разобраться, да, и второе, чтобы потом в случае, если когда-то либо будет там через 3 или 4 года аудит, то можно было наверное, что-то... не через 4, а через 3, то есть если все правильно, то есть statute of limitation, да, то есть 3 года, да? статут как statute of limitation. Ага, ну то есть ограничение по срокам. Да. Угу. То есть 3 года ограничения по сроку. Так что я должен делать? Вот как правильно? Ну, скажите? во-первых, конечно, рекомендовалась бы какая-то бухгалтерская система. Это хотелось бы. Но если компания достаточно маленькая, компания бухгалтер, внутренний бухгалтер или же external бухгалтер, да, кто-то, просто это делает там, каждый месяц или каждую четверть. Я как минимум бы рекомендовала суммировать всю информацию и всю деятельность компании как минимум каждый квартал. Вот, чтобы была отчетность квартальная. Это не отчетность, которая должна куда-то подаваться, это для вас, чтобы была какая-то дисциплина, в смысле... Что у вас должны быть бумажки, вот так складываться. У вас все сходится, у вас есть банковские стейтменты. Я не знаю, где вы эту информацию будете коллекционировать, в Excel или в какой-то бухгалтерской системе. Я не буду называть никакие, потому что есть очень много разных систем, и это уже зависит от учредителя, кто что хочет выбрать. Опять-таки желательно, потому что если у вас есть бухгалтерская система, вы, естественно, это все довольно-таки просто туда вносится, и все отчеты можно оттуда довольно легко, если все было правильно внесено, то довольно легко можно все отчеты оттуда экспортировать и уже поднести бухгалтеру, который будет делать налоговую декларацию в конце года. Есть еще такой нюанс, что для компаний, которые только начинают свою деятельность, может быть, это не так... Они могут быть чуть-чуть подождать, и они год провели бизнес, и вот в этом году они не делали квартальные отчеты никакие, они не смотрели, и это все было окей. Как бы они, то есть это в первый год условная работа, да? Да. Но как только компания начинает приносить доход, и это, опять же таки, это относится к обоим типам компаний, что корпорация, что LLC. Когда компания начинает приносить доход, вам нужно считать поквартальный доход, и если компания приносит доход, надо считать estimated. Estimated, примерные расчеты. Расчет налога и платить эти налоги квартально. Ежеквартально. Да. То есть не раз в год, как это делается в первый год, допустим, да? Если вы будете это делать раз в год, то у вас будут ненужный процент и штраф. Да. Вам это не надо, потому что довольно легко сделать поквартально. Понятно. Еще один вопрос, то есть сейчас у всех у нас, у продавцов на Амазоне есть правило, когда Amazon сейчас всем уже пришло письмо, до 31 января они нам дадут волшебную форму 1099K. Да, которая меня вообще не радует, знаете, то есть посмотреть, сколько Amazon отправит, он же отправляет и мне, и в налоговую, вот, соответственно, посмотреть, сколько я заработал, это приятно, вот, но посмотреть, сколько, за какую сумму я должен отчитаться перед налоговой, это не очень приятно. Есть какие-то нюансы, то есть именно вот по 1099K? Ну, то есть, допустим, я знаю нюанс, что нельзя в своей годовой итоговой декларации не указать вот эту вот суммы или указать их с какой-то ошибкой, да? Это, конечно же, будет первый красный флаг, если IRS посмотрит на вашу налоговую декларацию, и там сумма будет как-то оборота меньше, чем то, что указано на 1099K. Это, конечно же, первый красный флаг, который, скорее всего, принесет вам... Аудит. Не аудит, а как минимум notice CRS, что что-то здесь не так. Гайс, вы как-то вот не то, да? Да, они попросят, они скажут, вы указали это, но нам пришла форма, которая показывает больше, соответственно, мы пересчитали вам налог. Вот. Это как минимум будет вот такое письмо. Понятно. Я не думаю, что это сразу будет аудит. Хотя возможно. Ну, то есть это вот основной документ, на который мне как продавцу на Amazon нужно ориентироваться, да, на 1090K от Amazon,
Да. который... Это ваш оборот, который вы должны будете указать в зависимости от того, какую налоговую форму вы заполняете, какая у вас компания. Да. Соответственно, дальше вопрос. Если, представим, что я с Амазона получил форму на 100 тысяч долларов, да? Я правильно понимаю, что если я получил форму на 100 тысяч долларов, потратил 99 тысяч, на какие-то расходы, то моя налогооблагаемая база составляет 1000 долларов? Теоретически, да. Почему теоретически? Да. Если у вас все доказательства 99 тысяч есть, то конечно, да. То есть это правильно, да? Тогда следующий вопрос. Как долго я могу так работать? Объясню, что я имею в виду. Я заработал 1 000 000 в этом году, потратил 999 тысяч, заплатил 1000 долларов, 21 плюс 6, 270 долларов налогов. Примерно, да? Если компания приносит доход, то вы так можете работать постоянно. Есть некоторые нюансы, если компания не приносит доход, если компания приносит убытки. Если она сработала в минус, правильно? Да. То есть если компания приносит убытки достаточно долгое время, там идет чуть-чуть такая complicated формула, но, скажем так, грубо говоря, 3 года. Это 3 года и больше компания не приносит доход. Это может вызвать какие-то подозрения и вопросы, как компания живет, да, как вы существуете, если компания постоянно приносит убытки. И зачем вам такой бизнес? Они могут это рассмотреть как хобби. Есть тогда вопрос, это не убыток, это компания работает там в ноль или условно в ноль, но она платит зарплату с 10 или 50 или 100 сотрудникам. То есть она фактически компания обеспечивает этих сотрудников, да? Это профит компании, да? То есть также директор и в одном лице учредитель, он получает свой какой-то доход, да? Опять же таки говорю, это не значит, что АРС придет и пересчитает вам и скажет: нет, вы не могли там платить вот этому человеку, вы не могли платить вот этому человеку. Нет. Это я просто говорю, что это может вызвать какие-то вопросы, и просто надо быть к этому готовым, правильно? Опять же таки, если компания работает в ноль, да, или приносит небольшой доход, то это вообще никаких вопросов не вызывает. И тем более, если я не крупная компания 100 миллионов, да, то там 200, 300, 500 тысяч долларов в год, если у меня оборот, то это, то есть я не вхожу в потенциально тот 1% компаний США, которые будут проверяться. То есть, как правило, насколько я знаю, то есть всего 1% компаний, да, проверяется? Да, проверяется очень мало компаний, но, естественно, АРС разбивает все на разные департаменты. На сегменты, да? На сегменты, то есть есть компании до миллиона, потом там до 5 миллионов, по-моему, там потом с 5 до 15 или до 10, там small businesses, да, потом medium size businesses и потом уже большие корпорации. Вот, и они не берут так, что из всего как бы пула, да, они выбирают большие компании. Нет, они по сегментам, конечно, это делят и выбирают компании уже из своего сегмента. Вот. Я правильно понимаю, что смысл тратить время на компанию, которая там 50 тысяч долларов показала, и там 50 миллионов, то есть лучше пойти к 50 миллионов, с них можно что-то поиметь, а с 50 тысяч ничего не поиметь, правильно? У них агенты revenue по доходам, они там постоянно сидят, они постоянно их проверяют, как бы без остановки. Поэтому это совершенно другой отдельный разговор. Я имею в виду, я правильно понимаю саму логику, что смысл проверять, но если у тебя денег нет, с тебя все равно взять нечего. Логика, конечно, да, это то, что им, конечно же, имеет больше смысла проверять компанию, у которой оборот намного больше. Но это не значит, что они вас проверять вообще не будут, и если все сделано неправильно, вы не попадете под их радар. Да. То есть, конечно же, если вы все делаете правильно, все вовремя, отчетность вся идет вовремя, то вам, в принципе, не о чем беспокоиться. Как все-таки есть какие-то рекомендации, как выводить деньги, как инвестировать, где их складывать? Я вам объясню простой пример, что если вы в Россию за год ввезете, сделаете переводами больше, чем 100 тысяч долларов, то у вас будет финансовый контроль,
у вас будет финмониторинг, и вам спросят, откуда у вас деньги, и дальше у вас их могут заблокировать, и у вас будут очень целая серьезная серия проблем. Да? Опять же, мы знаем, что существуют там офшорные механизмы, для чего-то они, ну, понятно, что может быть для тех, у кого 100 и up, да? Вот, но для тех, кто там, ну, миллион, допустим, вот за год заработал миллион, ну, потратил ты на производство товара там 300 тысяч долларов, да, еще на какие-то фи, но у тебя осталось 400, там, 200, 300, 500 тысяч долларов, куда их деть? Хорошо, ну, наверное, само выражение «выводить деньги» — это не совсем как бы корректное выражение. Да. Как потратить? Как потратить? Куда инвестировать? Да, вот это, я думаю, самый правильный. Дело в том, что я не думаю, что это так, мы можем ответить на этот вопрос в общем, да, потому что здесь очень много нюансов, которые должны учитываться для каждого человека, да, потому что у каждого человека разная ситуация и разные goals, да, разные цели, к которым они хотят прийти, опять же таки, там, через год, через 5 лет, через 10 лет, чего конкретно они хотят добиться, где они хотят, чтобы у них эти деньги, эти финансовые вложения были, да, то есть... Ну, допустим, в США можно сохранить деньги? В США можно сохранить эти деньги, естественно, США не будет против, если вы здесь будете инвестировать эти деньги. И есть несколько, больше, чем несколько, но off top of my head, да, вот сразу, что приходит в голову, есть несколько, не знаю, схем, это тоже не совсем правильное слово. Методик. Методик, куда можно вложить деньги, как их инвестировать, но опять же таки, я не думаю, что это корректно говорить общими фразами, да, и общий какой-то совет давать, потому что это очень-очень индивидуально. Вот сейчас в Америке, в нашем штате конкретно, недвижимость просто какими-то 10-мильными шагами пошла вверх, даже если мы посмотрим 2 года назад. Да. 2 года назад, конечно, мало. Но, например, я хочу сказать, что очень, вот такой вот пример, в 2010 году люди купили дом за 500 тысяч, сейчас он в продаже за 700 тысяч, то есть 200 тысяч за 10 лет. Если это было у них investment property, да, и они списывали каждый год depreciation и, соответственно, расходы, но дом уменьшался, цена дома уменьшалась каждый год, потому что они списывали вот этот дом, да? Сейчас, когда они продают, потому что это был investment property, они налог будут платить больше на доход, на разницу, что у них выходит, потому что они списывали цену дома каждый год. Но они бы платили еще больше, если бы они списывали больше, понимаете, о чем я говорю? Да. То есть для них бы сейчас это выгоднее было, если бы они не списывали столько, но... Это невозможно. Хорошо, ну вот я вот продавец, да, давайте хотя бы спрогнозируем, куда я могу, вот у меня есть 500 тысяч, я продавец на Амазоне, я могу куда-то деньги? Вы деньги уже хотите инвестировать как частное лицо, а не как или как компания. То есть вот один из вариантов у меня был покупать на компанию какие-то properties и потом продать ее вместе с акциями. То есть взять и продать. И вот я вижу в этом некое преимущество, потому что я покупаю собственность, я не плачу вот прямо сейчас налоги, а плачу когда-то потом. Ну да, вложение в недвижимость это один из вариантов, но опять же таки надо хорошо рассмотреть ситуацию человека, учредителя, потому что нужно будет рассмотреть, или же эта недвижимость покупается на третью компанию, которая создается, или она покупается на компанию, которая уже действующая. Я бы сказала просто, как общее правило, это будет какая-то третья компания, холдинг-компания, которая будет просто держать недвижимость. Это не будет компания, которая работает какую-то деятельность. Да. Но опять же таки, это все надо рассматривать в целом, в комплексе, конкретно с определенным учредителем. И, может быть, все будет чуть-чуть меняться в зависимости от ситуации человека. Я понял, что тут еще не на 1 час беседы и не на одну докторскую диссертацию. Спасибо большое вам за интервью. Я надеюсь, что я, по крайней мере, узнал очень много от вас. И я думаю, что нашим зрителям, нашим клиентам это будет очень полезно. Мы будем с вами работать и принесем еще мир этому миру. Вот. Ну, как говорят, если мы с вами станем миллионерами, то все друзья, все наши клиенты также станут миллионерами. Потому что миллионеры только между собой дружат, они с нищими не дружат. Да? Спасибо большое. Спасибо большое за интервью.